Всем привет! Вы на канале Кухня с Мартой. Сегодня приготовлю простое, бюджетное и невероятно вкусное блюдо. Для начала готовлю тесто. В миску вливаю воду, добавляю сахар, соль и хорошо все перемешиваю. Добавляю сухие дрожжи. Обязательно смотрите на срок их действия, чтобы они были свежие. Накрываю полотенцем и убираю в теплое место на 7-10 минут, чтобы убедиться, что они работают. Если дрожжи свежие, то наверху будет пенная шапочка. Муку перед использованием нужно обязательно просеять. Добавляю ее постепенно, небольшими порциями. Муки может понадобиться чуть больше или меньше, это зависит от качества вашей муки, которую вы использовали. Добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Тесто должно получиться мягким, податливым и не липнуть к рукам. Если оно прилипает к рукам, можете добавить немного еще муки или смазать руки растительным маслом. Накрываю пищевой пленкой и убираю в теплое место на 1 час, чтобы тесто подошло и увеличилось в размере. Тем временем готовлю начинку. Я беру репчатый лук довольно крупного размера, нарезаю мелким кубиком, обжариваю на сковороде с добавлением растительного масла до мягкости. Для пирога нам понадобится 1 рыбная консерва. Я сегодня взяла скумбрию, но можно использовать любую другую по вашему вкусу. Вынимаю косточки и немного вилкой разминаю на небольшие кусочки. Противень хорошо смазываю растительным маслом, либо можно застелить пергаментной бумагой. Прошел 1 час, и наше тесто очень хорошо подошло. Выкладываю его на противень, руками разравниваю по всей форме. Далее формирую бортики. Я делаю в виде косички. Вот так. Затем на тесто выкладываю поджаренный лук. По вкусу добавляю соль и черный молотый перец. Далее выкладываю сардину и распределяю по всей поверхности теста. Готовлю заливку для нашего пирога. Для этого беру 2 яйца, добавляю 1 столовую ложку майонеза, по вкусу соль и хорошенько смешиваю. Поливаю пирог яичной заливкой. Выпекаю в заранее разогретой духовке 35-40 минут при температуре 200 градусов. Ориентируйтесь на свою духовку. Края пирога должны подрумяниться. Смазываю края сливочным маслом, посыпаю мелко нарезанным зеленым луком. Получается вот такой красивый, аппетитный и невероятно вкусный пирог. Всем приятного аппетита! Если вам понравился рецепт пирога, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч!